Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим текущую ситуацию, новости какие были и что ждать. Но прежде чем начинать разговор о нефти, что и как будет, давайте подумаем, что ожидает нас касательно России на новой неделе. Вот смотрите, здесь таким образом складывается ситуация. С одной стороны, вроде бы и нефть отскочила. Ну как отскочила? Она, по крайней мере, не ушла ниже 20. То есть при текущей цене на нефть все равно и нефтяные компании в среднем российские несут убытки. О наполнении бюджета налогами с нефтянки вообще речи не идет. Первый момент. Второй момент. Перед вот этими выходными выросли кредитно-дефолтные свопы на долг Российской Федерации. Третий момент. Хотя на самом деле я бы его поставил, наверное, первым. Но как вы все слышали, 30 апреля, по-моему, или 29, по-моему, 30 выступил премьер-министр Российской Федерации и сообщил, что он заболел вот этой пандемией, и он уходит на больничный, отстраняется от руководства. Помимо этого были заявления о том, что так называемая самоизоляция пролонгируется до середины мая. То есть, что мы имеем в сухом остатке? В общем-то, есть определенные накопившиеся проблемы с тем, что страна не получает доход. Накануне, скажем так, мая, про который обычно говорят трейдеры, sale in May and go away, и идут такие, скажем так, события, что премьер-министр уходит. Ну, понятное дело, заболел, здесь сказать нечего, ну, со всяким, может быть, заболел и заболел. Но, тем не менее, как-то странно, что это перед майскими праздниками, когда пролонгировали выходные, выросли кредитно-дефолтные свопы на Россию. И вот если смотреть индекс доллара, здесь получается очень интересная картина, это дневной таймфрейм. Что мы здесь видим? Ну, в общем-то, с одной стороны, ничего такого страшного, бросающегося в глаза. То есть идет проторговка по дневке в диапазоне, нижний диапазон 98-83, не доходя до сильного уровня, верхний диапазон 101, ну где-то в районе 101. Вот. Но сейчас здесь вышел большой объем, и после этого появилась разворотная формация. То есть вот эта модель, она указывает, что высока вероятность того, что будет движение вверх. И здесь вопрос, вот с учетом того, как это все здесь происходило, остановится ли это движение при достижении верхнего значения 100,85. Вот с тем, с какой силой это здесь проходило, скорее всего, это движение здесь не остановится. Оно будет пробито, вот эта планочка, и пойдет движение на 103,34. То есть такой сценарий вполне возможен, но также остается небольшая вероятность того, что сходим сначала вниз, потрогаем вот этот сильный уровень, который в районе 98,37. И вот в том случае, если все-таки этот уровень будет пробит, и здесь пойдет закрепление индекса доллара, то в такой ситуации, скорее всего, мы резкого движения по доллару сейчас вверх не увидим. То есть в этой ситуации, скорее всего, пойдет какое-то укрепление и евро, и швейцарского франка, и иены против доллара. Вот. Но такой сценарий, мне кажется, маловероятным, потому что слишком большой объем вышел и достаточно уверенная разворотная формация на сильном уровне. То есть, скорее всего, отсюда пойдет отскок, цель которого будет движение на 100,83, последующий пробой и уход куда-то наверх. Вот такой сценарий напрашивается как ни крути. Так, далее, что касается рубля. Вот смотрите, в пятницу, когда европейские и российские площадки были закрыты, на так называемом Форексе произошло укрепление доллара к рублю. Но евро я пока не рассматриваю, потому что все-таки евро в данной ситуации, с моей точки зрения, она производная доллара, так же как и рубль. Смотрите, вот такой рост, но объема здесь нет, потому что площадки основные закрыты, российские. Но тем не менее, то есть последний день месяца пошел рост доллара против рубля, при этом ФЗшки там разместили, перетусили. Так что в совокупности все эти обстоятельства, которые я перечислил, они указывают на то, что достаточно высока вероятность того, что либо в первую, либо во вторую неделю мая мы можем увидеть резкое движение в паре рубль-доллар. И доллар будет расти против рубля. Вопрос только насколько. То есть там есть диапазон
82-86. Вот если этот диапазон будет пробит на объеме, то это будет настоящая девальвация. И здесь уже можно будет говорить о диапазоне движения выше 100. Если 82 не пробьет, там пойдет снижение объема и отбой, туда какое-то время поживем при таких ценах за доллар. Но надо иметь в виду, что как бы страна на основную часть продукции покупает за доллары, и снижение поступления долларовой выручки будет стимулировать к тому, чтобы национальную валюту девальвировать. Это в средней и долгосрочной перспективе. Это неизбежно. Здесь никаких армагеддонов, просто элементарный здравый смысл. Как бы надо покупать товары, кому-то надо покупать семена для того, чтобы поля засеивать, кому-то надо покупать машины для того, чтобы ездить, а кому-то надо покупать яхты. И вот обычно те, кому надо покупать яхты, они перетягивают одеяло на себя. Итак, вижу повышение риска, ну не сказать слово девальвации, но значительного ослабления рубля против доллара в первые 2 недели мая. Далее давайте по новостям посмотрим. Вот американские нефтяники пролоббировали, что ФРС будет спасать не только предприятия с численностью 10 тысяч человек, не более 10 тысяч человек и доходом не более чем 2,5 миллиарда, а эту планку увеличить до численности 15 миллионов и доход не более 5 миллиардов. Но здесь решение неоднозначное, потому что с одной стороны как бы американские компании хотят спасти рабочие места, сохранить. С другой стороны, если игроков с рынка не выживают, то будет производиться больше нефти. А надо отдать должное, что сейчас, в общем-то, вес американской нефтянки в ВВП, он, по-моему, раз в 10 упал по сравнению с 70-ми, 60-ми годами. Тогда, по-моему, был 20%, сейчас на уровне, по-моему, 2-4%. Вот. И поэтому здесь, конечно, есть определенная цепочка взаимосвязи. Ну, то есть они как бы и кредитуются, и продукцию для нефтехимии поставляют. Но, с другой стороны, сами нефтяные компании, надо понимать, они не составляют значительную долю ВВП Соединенных Штатов. Но в цепочку они встроены. И нарушение этой цепочки, оно, конечно, может привести к существенный дэмэдж всей экономической системы США. Так, ну вот американские нефтяники, как в США, так и в других странах, начали достаточно энергично резать добычу нефти. Американский банк Wells Fargo создал там у себя специальную группу, которая отслеживает финсостояние энергетических, нефтяных и газовых компаний-заемщиков, чтобы оперативно принимать по ним решения, там особенно если банкротство у них начинает возникать или на подходе. Так, далее СОТ ФТС. Ну смотрите, вышки нефтяные вообще со свистом летят. 50-80 штук в неделю. Так, далее, что нас интересует? По нефти, как это ни парадоксально, рост лонговых позиций у трейдеров. Обращаю внимание, что это позиции на вечер вторника, которые в пятницу публикуются, но при этом все равно есть корреляция между поведением на новой неделе цен и тем, как идет изменение вот этих позиций. То есть, если они растут, то там 70, иногда даже до 85 доходит корреляция, в зависимости от интервала, который брать к рассмотрению. Что если растут позиции, то будет рост там, по крайней мере, в период с понедельника по среду. Так, по золоту тоже прирост. То есть золото, скорее всего, я так думаю, вот его сейчас свозюкали вниз. 1650-1640 оно пробивать не стало. Сейчас его, скорее всего, наверное, либо консолидирует и потом наверх потащит, либо сразу наверх потащит. Кстати, вот серебра здесь нет, по серебру там небольшое снижение лонговых позиций, поэтому, наверное, по серебру будет боковик, но либо, может быть, его чуть-чуть еще приспустят. Хотя, я думаю, все-таки, скорее всего, боковик будем наблюдать. Так, по NASDAQ лонги снизили, по сиплому шорты нарастили. То есть, ну, видите, вот какой подход к текущему положению дел в американском фондовом рынке. То есть, режут лонги и набирают шорты. Вот и все объяснение относительно того, какие ожидания в части роста американского рынка в мае. Так, дальше что тут у нас идет? Дальше по рублю. Ну, рубль, как по нему лонги порезали, там с 26-30 тысяч до 4-5, так вот он и болтается в районе нуля. Но, по крайней мере, то, что не начинают шортить и к нулю не пускают, это, в общем-то, говорит о том, что
возможно, не ожидают никаких резких движений. Но не факт, что они знают всю информацию по рублю. Так, и по евро болтанка в районе 79,6-79,7 тысяч. То есть это говорит о том, что евро, наверное, подошло к какому-то своему уровню, и дальше его относительно доллара роста не ожидают. Ну, либо если ожидают какой-то небольшой рост, а дальше, соответственно, проторговка и, наверное, снижение евро к доллару. Ну вот, многие ругали коварство саудитов, а на самом деле как бы Россия тоже нарастила добычу нефти перед майскими ограничениями, и ничего, нормально. Но тут надо понимать, что идет жесточайшая конкурентная борьба на выживание, и поэтому все будут использовать любые методы, которые приведут к победе. Так, ну вот количество нефтяных вышек активных по данным Baker Hughes. Это вот nowadays, что называется. Это интервал с 50-го года. Ну смотрите, что здесь примечательно. До 70-х годов, когда разразилась Суэцкая вот эта война и кризис, то есть шло планомерное снижение. Потом возник дефицит нефти, начался рост. Рост и вышек, и рост цен на нефть. И сейчас мы имеем ситуацию, когда пошло снижение, и причем даже еще не достигнуты минимумы, которые были в 2016 году. В 2016 году в январе нефть Brent спустилась на 27,1. Сейчас как бы снижение гораздо больше, но мы пока даже не достигли тех значений, которые были в 2016 году. Так что здесь, исходя из сравнения динамики уменьшения вышек и цен на нефть, снижение, здесь, скорее всего, будет движение в район 170-150 вышек при текущих ценах на нефть. Так, ну вот еще одни данные по поводу наличия хранилищ нефти в США и их заполненности. То есть самые большие емкости на берегу Мексиканского залива, вроде как они заполнены на 60%. Вот. Но есть и другие данные, в которых говорится, что уже сейчас заполнение достигло более 90%. Я не знаю, тут кому можно верить. То есть одни источники сообщают более 90%, другие более 60%, но не более 70% во всяком случае. Вот. Но я думаю, здесь ситуация очень простая. В самое ближайшее время мы убедимся, кто прав, насколько они заполнены. Если они заполнены на 80-90% и при этом спрос и предложение по нефти не приходят в соответствие, то скорее всего уже середина мая, конец мая мы увидим новый провал цен по нефти. Но вот, в общем-то, накануне встречи ОПЕК грозный дед грозит арабскому принцу о том, что если не прекратятся фокусы с ценами на нефть, они выведут войска из Саудовской Аравии. Ну, я думаю, что это блеф, ничего не выводить не будут. Ну и вот статья, здесь ожидания по поводу движения цены на американскую нефть WTI, что 8 мая послужит либо разворотной точкой и обрушит цены, конечная цель движения будет $6,5 за баррель, или же 8 мая произойдет разворот и пойдет движение к $30 за баррель по американской нефти WTI. Но на самом деле я думаю, что вот эти события, они все-таки должны где-то в середине мая развернуться или ближе к концу мая, к июню начала. Так, ну и вот, в общем-то, заявление Феда нью-йоркского. Похоже, они, я так понимаю, будут снижать выкупаемые обязательства. И, в общем-то, это может достаточно негативно отразиться на курсе валют развивающихся стран, в том числе на рубле. Ну да, то есть они планируют снижать объем выкупаемых обязательств. Тут на самом деле никакого такого, скажем так, злого умысла нету. Дело в том, что как бы все действия ФРС, они привязаны к рыночной целесообразности. Если то, что они делают, не приносит положительных результатов в части улучшения состояния экономики, они, соответственно, ничего не делают. Если они видят, что избыточная денежная масса начинает, ну, либо, скажем так, деньги, предоставленные в любой форме, не обязательно в виде напечатанных там чемоданов, банкнот, а в виде там каких-то трежерей, поручительств там, и так далее, то они начинают это дело сокращать, потому что они видят, что может это привести к всплеску инфляции. Вот. Здесь как бы если они будут, скажем так, эту политику слишком решительно проводить по сокращению выкупа, это в общем-то может привести к тому, что мы наблюдали в марте, когда был кризис
долларовой ликвидности. Друзья, ну вот основные новости. Спасибо за внимание. Помните о том, что сейчас возникли дополнительные риски относительно обесценивания рубля. Я абсолютно не говорю вам, что вы немедленно бежали в обменники, все, что возможно, меняли на доллары. Тем более я не уверен, что их сейчас там меняют. Вот. Но тем не менее, будьте начеку и будьте готовы к тому, что может ситуация развиваться таким образом. Все, спасибо, до свидания.